Для многих из нас наушники стали неотъемлемым девайсом повседневного существования. Их порой так же страшно забыть дома, как и телефон. Да-да, и лично я этого боюсь. Я даже в метро не зайду, потому что им расплачиваюсь. Но многим очень важно суперкачественное звучание, без задержек. И в этом случае на помощь приходят только проводные наушники. Любые проводные наушники в районе $40 будут всегда намного лучше, чем самые крутые ТВС за 200. Их выбор на рынке в принципе огромен. Я даже за год не сделаю на все эти наушники обзоры. И в целом в этом и нет смысла, поэтому я редко, но метко выпускаю обзоры на подобные девайсы. Не так много мировых топов существует, и не так много у них мировых топовых моделей наушников существует. Я стараюсь вам рассказывать именно о таких. Пишите в комментариях, на какую стоимость выглядят эти наушники, а в конце видео мы с вами, я думаю, сверимся. Или вы можете просто посмотреть по ссылке в описании, но вы удивитесь очередной раз в принципе. 1007 на YouTube, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я уже выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. Условия просты: лайк, подписка, комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которые под конец месяца тоже могут появляться, и мои контакты обязательно в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Скоро сейл, промиков уже море, потому что они нас всех разогревают. И я уже много чего купил, и вам советую прицениться. Это раз. А два, не забываем, что есть телеграм-канал взаимопомощи. Ссылка на него также в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о проводных наушниках Vedix Silver String. Их продают давно, и они крутые. Итак, полетели. Распаковка. Коробка, изготовленная из плотного черного матового картона, тактильно приятного. Дошло до меня все в порядочном виде, что хорошо. На коробке помимо невзрачного позолоченного логотипа ничего нет. Коробка с содержимым вынимается сбоку, и в комплекте идет кейс для переноски, наушники съемные бескислородные, разумеется, кабель великолепного качества и крупного плетения, что хорошо. 4 вида разных комплектных амбушюр, в том числе есть пенные, и руководство пользователя на китайском и английском языках. Инструкция напечатана на черно-белом фоне черно-белым шрифтом, из-за чего некоторая часть текста нечитабельна вообще, но это не особо и важно. В комплект также входит запах непросушенного клея, к сожалению, что неудивительно. Бокс сделан же из мягкой кожи синего цвета, закрывается обычной молнией, прошито все не супер качественно, но неплохо. Внутри кейса также имеются небольшие недостатки с тканью. Летим дальше. В продаже имеется два классных варианта цвета, зеленый и синий. Корпус наушников изготовлен из смолы с очень интересными переливами зеленого цвета. Корпус не полностью зеленый, а только с лицевой части, которая выглядывает из уха. Остальная часть полупрозрачная и темная. Дизайн в целом эксцентричный и лаконичный. Габариты наушников составляют 23 на 17 на 16 мм по самым объемным местам. По тактильным ощущениям наушники приятные, на удивление не маркие и не скользкие. Вес одного наушника с силиконовой амбушюрой среднего размера равен всего 6 граммов. А наушники с проводом вместе весят 36,7 грамм, и это меньше почти на 17, чем те же топовые Yanin Canon 1DD плюс 4BA. Обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, это прям супер-мега топы были. Форма наушников анатомическая, с вполне хорошей комфортной посадкой, но при этом выпирают они будь здоров, что неудивительно. Я вообще, в принципе, крутых наушников проводных маленьких не встречал и вряд ли встречу. При длительной носке уши не устают, если амбушюры подобраны правильно, и для комфортной посадки, скорее всего, вы что-то сможете себе подобрать из комплекта, так как качество амбушюр хорошее, и на выбор есть разная плотность силикона и размеры все. Из ушей они не выпадают, и поправлять приходилось только в том случае, когда задеваешь провод. Звуковод в этих наушниках приемлемых размеров, 7,5 мм в длину и 5,2 мм в ширину. Кстати, я забыл вам сказать, что логично, что любые даже проводные наушники вы можете отключать кабель и включать их в Bluetooth ресиверы, их море. На канале есть, допустим, два, по-моему, таких. Это фиевский Bluetooth ресивер и казешный. Посмотрите обзоры, если вы фанат прямо хорошего звука и у вас есть любимые проводные уши, они вполне возможно вам могут из них сделать беспроводные. На корпусе каждого наушника расположено вентиляционное отверстие, логотип компании, двухпиновый стандартный разъем на 0,78 мм, и на звуководе есть выступ для хорошего крепления амбушюр. Кабель в данном случае сменный, бело-серебряного цвета, с посеребренным покрытием из монокристаллической меди. Кабель мягкий, гибкий и супер удобный, его длина составляет 120 см без штекера. Штекер прямой, металлический, со стандартным 3,5 мм переходником. Но на нем нет отметок компании, видимо, производитель решил сделать совершенно минималистичный дизайн. Но плюс, что у штекера есть защита от перегибов, что неудивительно, но приятно. Кабель очень тяжело извлекать из двухпиновых разъемов наушников, что с одной стороны очень даже хорошо, так как это гарантированно прочное крепление, а с другой стороны плохо. При отсоединении можно нечаянно повредить провод или разъем. В месте крепления к наушникам кабель имеет загнутую Г-образную форму, оснащены наушники одним динамическим излучателем на 9,2 мм и 6 арматурными, а именно 4 из них Sonion, SC плюс VC и 2 оставшихся Knowles VC. Да, прямо топы туда запихали.
Частотный диапазон достигается от 18 Гц до 32 кГц, что вполне даже ого-го как хорошо. Чувствительность входного сигнала составляет 113 дБ на милливатт, импеданс 22 Ома, а общее гармоничное искажение меньше 0,3%. Уровень пассивной шумоизоляции средний. Конечно, полностью они шумы не перекрывают, но при включенной музыке даже на 40% вы мало что услышите. Звучание я тестировал с плеером SharLink M8, обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Да, это тот самый плеер, который стоит дороже, чем iPhone 13 Pro и в размерах почти как 3 айфона. Звучание. АЧХ график вы видите на экране. Сцена в данном случае средняя. Звук не совсем естественный, имеет какую-то свойственную приглушенность, темный. Бас не гулкий, умеренно объемный. Звук целостный и в целом все частоты сбалансированы, но есть большой минус. В помещении наушники невозможно слушать выше 34% громкости. И не потому, что запас громкости супер большой, а потому что ударные выскакивают впереди всего и сбивают бедную перепонку так, что становится очень неприятно. То ли компенсационное отверстие они не там сделали, то ли я не знаю, в чем причина. Надо, может быть, еще дольше их прогревать. А бас из-за этого теряется, и остаются только неприятные звуки вместо всего. Возможно, это именно мне попался такой экземпляр с такими характеристиками звуков. Но это не исключает того момента, что вам гарантированно придут идеально хорошие наушники. Еще раз, любые наушники необходимо тестировать со своим источником, с теми треками, которые вы слушаете, на той громкости и желательно в тех же условиях. Помимо посадки существует еще просто миллиард моментов, которые могут влиять на звук. Из минусов: кейс для переноски некачественный, наушники сильно выпирают из ушей, тяжело извлекать кабель из разъемов наушников и, конечно же, звучание лично в моем случае не супер-мега-топ. Покупал я их по ссылке в описании к видео, дороже $300. Кому интересно, смотрим. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно туда скину промики. Напоминаю, что сейл уже в принципе идет. 11.11 будут супер скидки, надеюсь. Цены-то они уже подняли, поэтому скидки точно будут большие. Но самое главное, я бы еще хотел отметить такой момент, что не забываем, что если у вас есть подобный девайс, я буду вам безумно благодарен, если вы в комментариях напишите свое мнение по поводу этих наушников. Возможно, у меня реально какой-то не такой экземпляр. Резюмирую, звучание наушников, мягко говоря, слегка разочаровало. Будто подкинули овер дешевые наушники, хоть и дизайн у них интересный. Трудно оценить полностью их по достоинству, так как, возможно, только в моем единственном экземпляре наушники имеют такой дефект. Но я рассказал, как все есть, ничего не скрываю, и решать вам, нравятся они вам или нет. Послушать советую, а вдруг именно у меня так. В целом, до 30% громкости у меня был звук прямо вау, цвет, блеск, красота. Поэтому девайсу да, только из соображений, что в моем случае такой неприятный дефект, и я реально просто их мало прогревал. В основном я, конечно, тестирую беспроводные наушники, а на провода не всегда остается времени. Плюс вы видите, как долго я их использовал, прямо с лета, больше, наверное, месяцев 4. И в целом мне они зашли. Не забываем подписываться с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор. Море техники от Apple, которую я так же, как и вы, не особо перевариваю, считаю оверпрайснутой, скоро придет. 11T Pro из Xiaomi и Poco, новый телефон, тоже скоро будет на обзоре. Есть пару интересных наушников, в том числе от Honor, которые начнут продавать только 11.11, поэтому следите за каналом, подписывайтесь, и я обязательно подкину вам пару выгодных предложений, от которого вы будете рады и будут рады ваши друзья, если вы решите им сделать подарок. Добра и удачи вам, дорогие друзья!